ах, ах. Деревья зеленеют, тополя одеваются в листочки. Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую Для особых танкистов напоминаем, что видеосюжет записан совершенно в другой день, поэтому хватит кипишевать. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Попробуйте получить релакс от солнечной энергии нашего морюшка. Сегодня мы с вами находимся в настоящей весне. У нас уже поют птички. Единственное, ветер. Я даже отсюда слышу, как шумит уже море вовсю. Там волнуется, ждет нас, когда мы к нему придем. Травка зеленая, листиков уже очень много. Видео, друзья, доозвучено. Именно сегодня сделано это для того, чтобы было все четенько. 14 апреля. У нас сегодня снималось оно гораздо раньше, но я думаю, это не суть. Когда именно погода подходит на 100% тому, что было. Юра, как всегда, вот, любуется своими любимыми одуванчиками. Корь с каждым днем становится все больше и больше. И больше их становится как раз таки за счет тех, которые появляются здесь в тени. Потому что в тени солнышко долго пробивается, но все равно оно здесь есть. Меня просили: Юра, покажи проход к морю Кавказ, и мы двигаемся от него. С правой стороны у нас пансионат Черноморец, и он, к сожалению, потерял своих отдыхающих. Раньше это было просто супер заведение, но уже 2 года оно не функционирует. И за 2 года пришло вот такое запустение. Валяются сломанные деревья, все заросло травой. Очень жалко. По-моему, я не ошибаюсь, по-моему, 2 года не работает. Хотя могу ошибаться. Где-то отсюда начали, я так понял, возить в Крым. Потому что Крым наш, Черноморец не наш. А жаль. Я помню, в детстве, проходя по Пионерскому проспекту, видел вот тут с правой стороны дискотека была, и вот эти сосенки были гораздо ниже. Воспоминания огонь. Но сейчас смотрите по сторонам, наслаждайтесь тем, что происходит. И дай Бог вам всем здоровья. Мы приближаемся потихонечку к пляжику. Ой, к пляжику. Заговариваясь уже, хотя вроде бы только утро, к проходу к морю Кавказ. Ранее этот пляжик был мало популярным. За счет чего? За счет того, что на него некому было ходить. Вот когда одно из первых своих видео снимал про этот пляж, стоял один корпус ЖК Кавказ, уже запущенный, в нем жили люди. Ну и, собственно, хуторок, по-моему, сюда также ходил на море. Больше никого не было ни арки, ничего. Сейчас мы видим, что у нас здесь вовсю ведутся всякого рода разные работы, и уже появилась арка. Здесь прям жестко, так сказать, подрезали все деревья. Недавно, кстати, проезжая по Пионерскому проспекту, вижу, что туда много всяких стоит на дороге моментов, которые закрывают проезд. Но, как говорится, кому бы это мешало? То есть выезжает Нива, пришли, пооткрывали и поехали. То есть Нива с пляжа приехала. Что она там делала? Большой-большой вопрос. Вот такие вот дела. Но все равно, пока это остается одним из самых зеленых проходов. Здесь мне нравился такой ствол дерева, который висел через дорогу. Но теперь он уже не висит. Все срезали, обрезали. Хорошо это плохо, не знаю, но вот хреново точно вот такие вот моменты на деревьях наблюдать. Просто электрические провода, и любой ребенок подойдет, достанет и шандарахнет током. Ну, наверное, это норма для нашей жизни, когда бизнес в угоду всему остальному. Сейчас он, наверное, как-то неприглядно немножко даже выглядит, этот проходик к морю. Но более неприглядно сейчас выглядит движение от ЖК Кавказ мимо стройки, которая называется Апарт Кавказ. То есть там вот апартаменты, там сейчас такой тонкий коридор организовали. Но будем надеяться, к лету, возможно, они успеют его достроить. Хотя какая разница, что-то на лето уже все меньше людей надеется. Даже тех, кто надеется, если они приедут, у них и так все будет прекрасно.
Жалко, конечно, что столько веток подсказали, но я уверен, когда все это уберут, будет очень красиво смотреться, потому что снизу подрезали туи, и, так сказать, будет все проглядываться. Хотя мне больше нравился такой как бы лесок, буквально за туи зашел, и ты уже в другом мире. Еще очень радует птички певчие. Представляете, один из самых популярных пароходов к морю, и здесь нет людей. Ау, люди, вы где? Видео идеально, кстати, подходит под нашу самоизоляцию. Ведь как еще показать, видите, нет никого, все соблюдают, все хорошо. Люди ходят у нас только в магазин и ходят у нас на мусорку, мусор вынести. Ну и также собак выгуливают. И детей немножко можно. Кстати, услышал в интернете то, что родители написали, что мы выгуливаем детей вдоль своего дома. В этом указе не было сказано, на сколько метров можно отходить от дома. То есть, поэтому мы, в принципе, недалеко, в любом месте Анапы можем находиться. Главное, чтобы дети были. С детьми гулять восприняли люди можно на любом расстоянии. Раньше было мусор, можно выносить сколько угодно долго и куда угодно долго. Сейчас поправили это место. Теперь вот осталась тема непосредственно с выгулом детей. Смотрите, какая красота. Это яблони, друзья. Начали зацветать. И выглядит это просто великолепно. Ах, и пчелки летают. Яблоньки тоже, кстати, подрезали. Они более ветвистые были. Мусорка, я так понимаю, перегородили въезд, чтобы все-таки не заезжали. Место для купания взрослых, не умеющих плавать. Такого вот я не видел. Всем, кто написал «Будь здоров», спасибо огромнейшее. Ведь это самое важное – быть здоровым. Здорово быть здоровым, здорово быть здоровым. Я что-то себе этот Малахову напомнил. Какой щебет птица. Здесь вот честно идешь, и не хочется даже говорить ни о чем. Тем, кто ходил сюда на пляж, приходил, возможно, в шторм и жаловался на то, что там ветер на море, попробуйте свернуть с маршрута влево, допустим, вот сюда. Тут высоченные дюны, там будете чувствовать себя как у Христа за пазухой. Или вправо. То же самое. То есть одним проходом к морю пляж Кавказ, так сказать, не славится. Ну, собственно, все равно, да? Давайте свернем чуть-чуть с маршрута, потом продолжим именно отсюда. Я вам просто покажу, какие здесь есть местечки. Вот видите, хорошая такая поляночка. Спускаемся. И все, мы в затишке. Сейчас покажу температуру воздуха. 17,6 градусов. 17,9 растет. Потому что здесь такого сильного нету. Хотел сказать ветра, и он откуда-то подул сбоку. В общем, тут чуть-чуть есть травы. Любителям особенно палаточку поставить недалеко от моря. Будет идеально. Через дюны перемахнули, вы уже там. А там вообще даже сосны растут. Ах, какая красота. У нас уже вовсю листьями покрываются деревья. Очень сильно зазеленели платаны. Платанов прям вообще не жизнь, а сказка, так сказать. Если тополя только первые листочки, да, такие неуверенные выдают. В общем, вы поняли, да, какой простор для творчества, особенно в летний период, когда вы можете сюда прийти и насладиться всей этой красотой. Ну что, думаю, будет не особо интересно возвращаться туда. Давайте попробуем покорить дюну. Дюны — это же вообще великолепно. Тем более с этой стороны они всего лишь, наверное, как четырехэтажный дом. Вот эти растения, которые с правой стороны, они очень сладко пахнут. Они мне напоминают чем-то маслину. Конечно, лучше покорять без
обуви, потому что песка заберу с собой приличное количество. Ну, ладно, для вас что не сделаешь. О, вот здесь вообще ветра не чувствуется пока, но есть такой переломный момент. Когда мы увидим море и почувствуем ветер. Смотрите, как метет. Здравствуй, море! Ай! 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 Ай, как вкусно, а? Здесь чья-то лавочка имеется. И самая высокая точка дюны Кавказа. Ой, как дышится. Вот он, топчик. И это мой рай. Это то, чем я горжусь. Что живу в самом лучшем месте на земле. Если я не прав, напишите. Может, зайдет какой-нибудь ненавидитель нашего моря. Там ребятки прогуливаются. Но ветер сильный сегодня. Он точно этот ветер всех гуляк отсюда поубирал. Вы знаете, как на краю света. Фух. Только чуть отходишь от края бархана, ветер резко взмывает вверх, и вот здесь даже стою, уже так сильно не задувает. В этом и прелесть наших дюн. Пока они есть, у нас там комфортно. То есть мы были на Пионерском проспекте, вы можете ощущать разницу. Здесь с ветром, а там идеальная тишь да гладь. Поэтому берегите дюны, нашу красоту. Наше достояние. Но так бы мы вышли вот здесь вот между дюн. Потому что мне там больно всегда проходить. Я вижу, как тракторами убили корни деревьев, как сколько деревьев погибло на том проходе. И здесь элементы септиков, которые летом выполняют как бы роль как туалетов. Да? Но это на самом деле хорошо, что они есть. Это лучше, когда лучше, чем когда в море. Ух, спустились. Видели, как снял ветер верхний слой песка. Остались камушки. Там монеток можно насобирать тоже целую кучу. В общем, есть все, что вы хотите, о чем мечтали. Ай, как же классно, а? Дышишь, мыщешь, море зовет. Я думаю, если кто-то и пришел сегодня гулять в большом количестве, то они прячутся за дюнами. С другой стороны, наверное, отдыхает. Ой, моречко сегодня прям чистейшее. Так, идите, смотрите, разница в температурах. 14,4 показывает градусник. Но это значит, и море теплеет, потому что ветер с моря, я думаю, что пригнал к нам теплую водичку. Всем желаю здоровья, добра, крепитесь, друзья. Увидимся сегодня в 20:00. А сейчас будет с вами разговаривать наше Черное море и попробуем замерить температуру воды, узнать, насколько оно потеплело. Ведь каждым днем все теплее должно быть в нем.
13 градусов температура водички, друзья. Море поет, море зовет в Анапу. Дай Бог всем здоровья, дай Бог всем радости в душе. Пускай все будет хорошо уже. Мы ждем этого мгновения, когда настанут хорошие времена, и каждый человек сможет приехать к нам сюда. Ведь будет так прекрасно, море волноваться, и солнышко смеяться, лучиками играться. И будет в душе у каждого весна, а лучше лето. Ведь это правда, да? Вот такие вот экспромтом попытка рифм. Просто душа звучит, море звучит. Ну и что я могу сказать, ребят? Увидимся в 20:00, есть что обсудить. Обязательно приходите, заходите, искренне от души. Желаю вам всего самого лучшего. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Что у вас на душе? Просто можно в тему. Сейчас очень многие читают их, отвечают. И это прекрасно, что есть сообщество, которое поддерживает друг друга. Всем пока-пока.